Здравствуйте. Магическая битва самый неоднозначный сёнэн. Он содержит в себе огромное количество интересных сюжетных линий, запоминающихся персонажей, захватывающих и реально тяжелых проработки боев между ними, ведет очень динамичное повествование и в то же время очень поверхностно раскрывает собственный мир, имеет слабоватую нулевую версию, не знает, что ему делать со всесильным Годжо Сатору, который вроде как сильнейший, и если следовать здравому смыслу, должен всех злыдней злодейских ходить да калечить, но не делает этого, так как ему приходится давать возможность другим героям тоже проявлять себя, чтобы сюжет, главным героем которого Сатору, напомню, несмотря на свою популярность в фандоме не является, развивался. Думаю, все согласны, что Годжо всегда обязан появляться там, где он больше всего нужен. Большая сила, большая ответственность, все дела. Было бы странно, если бы пока какой-нибудь случайный маг дрался с Сукуной, Сатору с деревьев кошек снимал. Это мы поняли, но наш главный герой тем временем, с которым и происходят все самые важные события в мире магов с момента начала сюжета, к сожалению, вообще не Годжо Сатору, а лишь его ученик Юдзи Итадори. Он еще новичок в магии и слаб, но, как завещал нам старичок Наруто, сражаться при этом он всегда должен с теми, кто превосходит его по силе. Чаще всего аномально превосходит. Ну, чтобы развиваться, да и зрителю интересно смотреть на героев, находящихся в смертельно опасных ситуациях. Однако из-за существования учителя этих ребятишек под именем Сатору Годжо, каждый раз, когда его ученики или друзья находятся на грани жизни и смерти, любой зритель невольно задается вопросом: почему этот шестиглазый гений магии им не помогает? Где он сейчас вообще и чем занимается таким важным, чтобы быть не в состоянии выполнять единственную свою задачу — защищать и обучать учеников? Лучше помолчи и отдохни, Нанами. Сатору уже отправился туда. Может, пусть лучше он за все задания берется. А не может Сатору ходить и решать вообще все проблемы, даже если это было бы логично, ибо он тем самым попросту будет затмевать других персонажей в сюжете. Однако его отсутствие в большей части сражений все равно нам нужно как-то логически объяснять. Иногда мангака с этим справляется. Например, во время похода наших маленьких друзей на задание в колонию, Годжо Сатору был в командировке, просил Акоцу об одной важной вещи и не знал о том, что его ребят пошлют сражаться с крайне опасным проклятием, которое им будет не по силам. А иногда объяснение об отсутствии Сатору в важные моменты не следует. И тогда все переживания за героев в бою сразу канут в лету. Ведь здесь должен был быть Годжо Сатору и всех спасти, но почему-то он решил заняться неизвестно чем. Наверное, в очередной раз решил весело поглумиться над стариком Гакуганди, вместо того, чтобы сейчас быть там, где сильно нужен. Например, когда проходил второй раунд битвы Нанами с Махито, почему Сатору в нем не участвовал? Я прекрасно понимаю, почему во время первой их стычки Шестиглазого в битве не было. Тогда еще никто не знал о силе потенциального противника. Однако после столкновения с Махито Нанами понял, что этот лоскутный ему не по зубам. Ну и почему бы тогда не позвать кого посильнее в следующий раз драться вместе с собой? Почему Нанами в одиночку пошел в школу Дзюнпэя спасать Итадори, зная, что ему вновь придется столкнуться с Махито? Да ясно зачем. Нужно было позволить Юдзи двигаться дальше по своей сюжетной линии, развивая свои навыки, раскрывая нам свой характер, даже если это противоречило здравому смыслу. О характере нашего главного героя мы, кстати, еще поговорим. А пока давайте побеседуем о том, что в отличие от сюжетной линии Итадори, двигаться, судя по всему, все еще не собирается. Ну и да, конечно же, это все еще Годжо Сатору. Я о нем еще не договорил. Из шестиглазого бедолаги Гэга Акутами намеренно лепит прям идиота, который настолько расслабился из-за своей безграничной силы, что стал ужасно невнимательным и пассивным человечком, даже в самых серьезных ситуациях. Можно понять, да, у Сатору такой характер. Думаю, с самого детства никто не мог даже приблизиться к победе над сильнейшим, потому он попросту зазнался и никого не воспринимает всерьез. Однако, ребят, понял свою ошибку Годжо еще тогда, когда Тодзи его чуть не убил. После он переосмыслил свое видение врагов, стал умнее, взрослее и все такое. Что же тогда сейчас Сатору, когда на него нападает достаточно сильный проклятый дух особого уровня, свободно разговаривающий и понимающий чужую речь, нападает причем именно на него, не случайно, а подобрав специальный для этого момент, при этом неизвестно какие козыри имея для преодоления техники Сатору или для его обезвреживания каким-то хитрым неизвестным способом, наш гений, который уже давно понял, что не стоит попусту недооценивать своих противников, играется с Дёгу, тащит Итадори на поле битвы ради того, чтобы покрасоваться перед учеником, ведет себя максимально несерьезно, вследствие чего отвлекается и позволяет Вулканоголовому сбежать, вместо того, чтобы быстренько его побить, забрать в техникум, да допросить. Ну ладно, в целом такое
единоразово можно и схавать. И я бы схавал, если бы только не еще куча подобных случаев. Вспоминаем. Годжо Сатору после того, как на него напали два проклятых духа особого уровня, работавшие в команде, понял, надвигается что-то серьезное. Догадался, что в техникуме скорее всего завелся предатель. Рассказал о случае с Дзёгу дедушке Гакуганзи. И, наверное, еще поспособствовал усилению защиты техникума. Да? Скоро как раз будет проходить программа обмена, нужно быть начеку и не позволить случиться чьему-либо проникновению на территории школы в тот самый момент, когда все взрослые будут отвлечены наблюдением за учениками. Я же смотрел Наруто, я все знаю об экзаменах чуваков, складывающих ручные печати для использования магии. Но нет. Никто ничего не предпринял, все просто забыли про атаку двух духов особого уровня на Годжо Сатору. И больше об этом не вспоминали. Пока не случилось новое, но теперь уже на техникум и с серьезными последствиями. На самом деле ничего такого в том, что злые ребята обыгрывают добрых ребят, нет. Но лишь в том случае, когда добрые ребята просто не справляются со злыми, которые благодаря своему великолепному стратегическому уму оказываются на шаг впереди. А не когда наши самые лучшие хранители проклятых предметов просто не прикладывают должных усилий к предотвращению того, к чему были конкретные, да еще и с легкостью понятые Годжо предпосылки. Сатору думал о том, что умные духи, напавшие недавно на него, могут что-то замышлять, да забил. А потом его запечатали. И вот после этого каждый уважающий себя аниме-ютубер предположил, что было бы, если бы Годжо не запечатали. Да ничего, бро пошел бы да плотненько зачилился, даже не дослушав полное объяснение Кэнзяку своего великолепного плана о веселом уничтожении человечества. А со смертельной миграцией он отправил бы разбираться своих учеников. Ибо, как мне ответила Google нейронка на вопрос о том, почему Сатору не участвовал в битве с Махито, Годжо доверяет своим ученикам и дает возможность им обучаться в реальных битвах. Сукуни он тоже проиграл, наверное, специально, просто чтобы дать шанс другим проявить себя. Ну, забавно, кстати, что в рамках развития сюжета именно такая логика и заставляет Акутами делать Сатору проигравшим в битве с Сукуной. Ведь если бы Шестиглазый просто победил бы главного злодея, остальные герои бы не получили вообще никакого места в финальной битве произведения, что было бы неуместно и странно. Так что все правильно, пусть сами сражаются, раз учитель сильный, и ученики такие же должны быть. Справятся. За Юдзи, например, точно бояться не стоит. Мало того, что он главный герой, а они, как мы знаем, до финала сюжета чаще всего доживают, так еще и сидит в нем суперсильный Сукуна. Ну и да, как бы Сукуна на самом деле с самого начала лишь блефовал, когда делал вид, будто ему все равно, умрет пацан, в котором он сейчас находится, или нет. А вы не знали? Хоть поначалу зритель вполне может поверить безразличию со стороны этого девятихвостого на минималках к своей жизни и жизни Юдзи, однако после того, как Сукуна заинтересовался в Мегуме как в потенциальном сосуде, заключил пакт с Итадори о том, что сможет занять его тело на минуту в определенный момент, короче, начал строить какие-то планы, а не просто спокойно делить тело с Итадори и иногда злобно над ним прикалываться, все стало понятно. Сукуна точно не даст умереть этим двум, ибо пока что они ему нужны. А потом нам это наглядно показали, когда, например, король проклятий подрался с Махарагой, лишь бы защитить Мегуми. Да и Юдзи в целом был рожден уже с запечатанным пальцем Сукуны внутри себя, так как запланировано было использовать его в качестве сосуда еще задолго до встречи Итадори с Фушигура и его поступлением в техникум. В общем, мало того, что сам наш главный герой, ну не самый интересный и глубокий персонаж, так еще и за жизнь его переживать попросту невозможно, при том, что в смертельной опасности этот паренек находится очень часто. У Гэга Акутами в целом, думаю, всегда были небольшие проблемы с написанием качественного главного героя для сёнэн манги. Ладно, Итадори, он хотя бы имеет какой-никакой стержень, продуманную историю, идеологическую конфронтацию с Махито и самим собой. Не топ-1 персонаж, но по мере продвижения по хронологии прекрасно развивается. Также с ним связано довольно большое количество сильных эмоциональных моментов аниме и манги. Но он является уже второй попыткой Акутами написать главного героя для магички. Во время первой же Бро создал Юту Акоцу. Блеклого, вечно ноющего и ничем интересным, кроме своей силы, не выделяющегося мальчишку. По сути, на протяжении всего сюжета этот бедолага просто является сосудом для огромной силы, который помог в смертельной миграции нашим героям, потом в битве с Сукуной и ничем больше не занимался. Ведь развитие Акоцу как персонажа на самом деле закончилось еще на магической битве 0, в которой он выступал как главный герой. И, кстати, этот самый 0 — худшая арка сегодня разбираемого творения Гэга Акутами. Неудивительно, ведь она была пробой пера автора, которая после перерастала
переросла в одну из самых популярных манг в мире. Но проблема в том, что Бро решил оставить нуль как есть, не переписывая. Сделать его частью своей большой истории, несмотря на то, что из-за своего среднего качества нуль неплохо так снижает целостность магической битвы как произведения. И ярчайшим провалом нуля является даже не Акоцу. Хоть его история, связанная с Рикой, меня вообще никак не впечатлила и не вызвала почти никаких эмоций, она меня хотя бы не выбесила так, как это сделал Сугура Гетто нулевой версии, особенно после того, как я увидел здоровую молодую версию этого персонажа в основной манге и втором сезоне аниме-сериала. Дело в том, что в истории нуля Гетто является главным антагонистом, и прям таким до нельзя карикатурным, а после уже во флешбеке становится полноценным антигероем. Мы видим там путь этого персонажа, понимаем его жизненную цель и то, что она лишь следствие его психологической сломленности, а не старческого маразма, как может показаться, если посмотреть «Магическая битва 0». Гетто взрослый и молодой, абсолютно два разных человека, разных характеров, и эмоции они вызывают диаметрально противоположные. В роли злодея друг Годжо Сатору был крайне высокомерным, в какой-то степени мерзким, не вызывающим, несмотря на свое прошлое, связанное с Сатору, не толики сочувствия у зрителя. Правильно, ведь это прошлое нам даже не удосужились никак в нуле раскрыть, но он органично смотрелся в той истории. Только вот, собравшись писать предысторию дружбы Годжо и Гетто, ГГ Акутами понял, что этот изначально получившийся не особо глубоким персонаж должен обрести новые грани, ибо тех, что были в истории Сакоцу, не хватит для создания главного участника важнейших событий из жизни лучше всех продающего магическую битву Годжо Сатору. Ну и следовательно, Акутами налепил здесь уже чуть другого персонажа, эмпатичного, доброго, но в определенный момент нашедшего необычную и неоднозначную с точки зрения морали для мага цель, достижения которой решил добиться любыми средствами. Родителей даже собственных убил ради того, чтобы быть последовательным в своих действиях. А те сцены в душе, где для подчеркивания нестабильного состояния Гетто аниматоры резко изменили стиль визуала, метание его морального компаса, постепенное принятие очень сложного решения. В общем, Сугуру стал полноценным, драматическим, интересным персонажем. А после расставания с лучшим другом, если все же попытаться всерьез воспринимать того Гетто, что нам показали в нуле, и связать его с Гетто адекватным, видимо, просто сошел с ума, стал на порядок глупее и начал разговаривать как типичный злодей-идиот из старых мультиков. Я даже не удивлен, что Годжо Сатору, несмотря на то, что Сугуру был его единственным другом, все-таки убил его, потому что такого забавно плохого Гетто надо было бы постараться не захотеть уничтожить, завидев хоть раз в жизни. Кстати, расскажу кое-что очень веселое. Слушайте. Вот манга «Магическая битва 0», ну, средняя, да? Мы это только что выяснили. Гэга себя как мангаку пробовал, потом ошибки учел, и основная магичка уже качеством на голову выше. Ничего страшного. Тем более ведь манга это не конец. Ее должны еще экранизировать. В аниме как раз можно переписать неудачные моменты нуля. Это отличный шанс для исправления ошибок Акутами. Но нет, они, короче, хуже даже сделали из-за того, что выпустили фильм «Магическая битва 0» спустя год после релиза первого сезона. Не учли тот факт, что некоторые вещи, такие как, например, история Маки, уже были полноценно раскрыты в сериале, потому рассказали о них в фильме по второму кругу, да еще и сделали это куда более поверхностно, чем в первый раз. Дали нам неясно зачем 5-секундную сцену со студентами киотской школы, которая тем, кто не смотрел первый сезон, не расскажет вообще ничего полезного для знакомства с новыми для них персонажами, а тем, кто смотрел первый сезон, не расскажет вообще ничего нового об этих знакомых для них персонажах. Ну и, кстати, не рассказывать вообще ничего — это прям особенный манго-писательский навык ГГ Акутами. Вот просто подумайте, что мы вообще знаем об устройстве мира магической битвы? Глобально? Много всего. В деталях ноль с палочкой. Сукуна, главный антагонист нашей истории, жил 1000 лет назад в эпоху Хэйан. Он был обиженным на людей и потому всех вокруг убивал, а противостояли ему кто? Ну, вот эти и вот эти. Кто они такие? Как именно они сражались с Сукуной, как долго терпели его выходки, какие конкретно злодеяния он совершал. Согласитесь, на это было бы очень интересно посмотреть, да и это добавило бы веса персонажу. Нам бы показали, что за королем проклятий действительно стоит большая история, а за магическим сообществом, напомню, стоит большое количество магов. И вот где они все? Во время просмотра аниме и чтения манги часто создается впечатление, будто все значимые маги Японии находятся в двух школах.
школах, причем в одной из них 10 человек, а в другой 5. Прямо как в Гарри Поттере, кроме учителей Хогвартса, учеников и их родителей, никого больше во вселенной данного произведения не существовало. Только если в случае с романом Джоан Роулинг нам знать о чем-то происходящем вне Хогвартса не особо-то и нужно для того, чтобы история сработала нужным образом, то в Магичке у нас есть 3 великих клана, история выходцев из которых занимает важную часть сюжета. Но, к сожалению, об этих кланах нам толком ничего не рассказывают. Верхушка магического сообщества сидит и выдает приказы, прямо влияющие на судьбу наших персонажей. Только вот что это там за люди загадочные наверху сидят, и почему они вообще там сидят, нам неизвестно. Насколько эти чины выдающиеся маги, а если не выдающиеся, то как вообще могут раздавать кому-то приказы, и почему эти приказы кем-то выполняются. Сукуна, помню, говорил, что не видит смысла в иерархии, не основанной на силе, и как будто в мире магии его слова имеют огромный смысл, ибо кто-то, похожий на Годжо Сатору, может делать что и когда захочет, плюя с высокой колокольни на верхних чинов магического сообщества и их приказы, а еще может спокойно обеспечить такую же неприкосновенность и для своих друзей, что убивает почти весь смысл нахождения этих старичков у власти. Уровень их бесполезности во вселенной Магички можно сравнить с уровнем бесполезности ассоциации героев из Ванпанчмена. Напомню, сатирической комедии, построенной на том, что все вокруг идиоты. В общем, да, мир магической битвы поверхностный. Но, как и у всего в нашей реальности, у этого есть свои причины. Гага Акутами старался как можно меньше отвлекаться от основного повествования, создавая для истории очень быструю динамику, потому просто не успевал показать нам какие-то мелкие детали мира магии. В сериале постоянно что-то происходит. Закончилась Сибуя, сразу идет подготовка к смертельной миграции, в процессе которой герои не просто рефлексируют или не спеша продумывают свой план, а сразу приступают к самому интересному. Во время самой миграции нам дают бой за боем, потом моментально начинается финальная битва с Сукуной. Причем перед этой битвой за кадром герои провели целый месяц, готовясь к ней, чего я, кстати, вообще не понимаю, ни одной адекватной причины для Годжо Сатору не напасть на короля проклятий Кэнзяку сразу, как только пробудился, не было, ну, кроме тех причин, что я перечислил в самом начале видео. Однако мангака показывает нам эту подготовку только флешбэками, во время уже самого сражения между делом, чтобы не брать большую паузу на рассказ обо всех этих приготовлениях. Да и такая подача информации, предполагающая ее раскрытие лишь в тот момент, когда она действительно становится нужной зрителю, вполне хороша. Потому, казалось бы, Гага Акутами можно простить за угрюмое раскрытие мира Магички, но нет. Раз строишь сюжет в контексте событий, для полного понимания которых нужно знать много о чем, и на кучу вопросов получить ответы, будь добр давать эти ответы. А коли твоя история должна быть динамичной, отвечай еще и так, чтобы эту самую динамику не потерять. Но ладно. На самом деле больше любой истории из эпохи Хэйан, рассказов о происхождении великих кланов или детстве Сукуны, меня интересует такой вопрос. Что, скажите, пожалуйста, происходит на этом кадре из манги? Ребята, это даже не дальний план. Акутами мне этот фрейм на все лицо растянул, но я ничего все равно не понял. Если эта рука Юдзи бьет Сукуну, то когда она успела стать длиной в 3 метра, чтобы подлезть под таким углом в кадр? Почему вообще множественные удары героев показывают раздвоением рук? А здесь что происходит? Объясни. А тут, боже мой, у манги просто отвратительный рисунок. При этом по некоторым фреймам видно, что мангака-то может сделать хорошо. Движения, как бы ни были они иногда ужасно детализированы, частенько передаются достаточно четко, увесисто. Да и хореография боев, постановка сцен хороша, но половина или больше половины манги все равно наполнена просто какими-то рисунками пятилетнего. Извините, но после Ванпанчмена или Берсерка на такое с болью не взглянешь. Ну ничего, потом пересмотрю все это действо в экранизации, там-то точно картинка будет качественной. Ну да. С аниме проблем у нас не меньше. Все мы помним громкий скандал в студии Маппа, раскрывший нам то, в каких условиях дорисовывался второй сезон Магички, и то, почему иногда он был просто ужасающе плохим. Битва с Сукуной и Махараги была прям мраком. Надеюсь, что подобного больше никогда не повторится, и в 3-м сезоне ребятки вроде бы правда исправляются. Ну, просто теперь вместо того, чтобы весь сезон держать качество, а потом все слить в помойку, они сходу планку качества рисовки и ее детализации снижают, в угоду интересных сложных ракурсов и движений. Да, почитал зарисовки 5-летнего, теперь приходится смотреть их же только с по-киношному поставленной камерой и в движении. Ну ладно, на самом деле, возможно, это достойная оплата за то, насколько радуется глаз
глаз, видя подобную смелость от аниме-студии в экспериментах с режиссурой. Да и качество рисовки в среднем далеко неплохое. Просто его уровень метается из стороны в сторону, вот и создает достаточно неоднозначные впечатления. Такие же неоднозначные, как и от всей магической битвы в целом. Она очень яркая, на самом деле реально содержит в себе качественный, добрый и великий посыл, да и финал, как бы то ни было, мне больше понравился, чем нет. Однако Гэган вставлял сам себе палок в колеса созданием Годжо Сатору Сукуны, стараниями поддерживать сумасшедшую динамику повествования, из-за которой он не успевал раскрыть важные части мира манги, да и еще много чем другим, думаю, возможно, просто менее значимым и потому здесь не упомянутым. Если есть об этом мысли, пишите в комментариях, очень часто отвечаю и почти все там читаю, или же переходите в телеграм-канал лучше, который сейчас находится на экране, в описании, и пишите там. Информация, кстати, о следующих видео, например, о том, выйдет ли на канале скоро полный анализ истории Годжо Сатору или нет, тоже в телеграме. В общем, мне еще много чего есть сказать по поводу магички и не только, но лучше в следующий раз.